В описании наш сегодняшний друг не нуждается. Как-никак человечество существовало бок о бок с этими грызунами на протяжении тысячелетий. Правда, вряд ли нас можно назвать добрыми соседями. Пока одни воруют запасы, разносят болезни, другие заводят кошек, изобретают яды и эксплуатируют своих противников, ставя на них всевозможные опыты. Итак, встречаем крысу, род грызунов семейства мышиных, включающих не менее 64 видов. Длина тела от 8 до 30 сантиметров, масса от 40 до 400 грамм. Некоторые экземпляры серой крысы могут достигать 500 грамм, а также встречаются более крупные экземпляры длиной в 40 сантиметров. Широко распространены два синантропных, то есть связанных с человеком вида – серая и черные крысы. Остальные виды распространены в Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Австралии, на островах Малайского архипелага. Но мы сегодня поговорим как раз о синантропах, так как они ближе всего к нам по жизни. В недалеком от современности средневековье эти грызуны повергали людей в благоговейный трепет лишь одним своим видом. Чумные были времена. Настолько чумные, что один из католических епископов отлучил весь крысиный род от церкви. Жаль, что динозавры священников не изобрели, ведь именно существа, похожие на крыс, и являются основной причиной их исчезновения, а не метеорит. Да, это вполне себе научная теория. Казалось бы, как обычные крысы могли уничтожить огромных ящеров? Всем же известно, что млекопитающие во время господства рептилоидов были в самом низу пищевой цепочки. Однако, будучи существами со смекалочкой, грызуны и насекомоядные сообразили, что если есть своих угнетателей еще в младенчестве, проблема перенаселения планеты гигантскими ящерами быстро сойдет на нет. Во всяком случае, светлые умы человечества предполагают, что именно древние крысы стали одним из факторов вымирания динозавров, так как яйца – любимое блюдо их и других пронырливых существ. Зато к своему сообществу крысы относятся с максимальной заботой и вниманием. Серые хвостатики готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти колонию. Об этом мы узнали благодаря ученым из СССР, в котором были всевозможного рода эксперименты, в том числе и весьма жесткие. Суть настолько же проста, насколько жестока. Одну крысу отделяли от группы сородичей так, чтобы она могла видеть своих сородичей, после чего давали ей еду. Если одиночка съедала предложенный кусочек, всю группу били током. По мере эксперимента сила тока росла, становясь для грызунов летальной. Так вот, 90% крыс осознанно выбрало голодную смерть, лишь бы не видеть страдания своих сородичей. Грустно, что такие замечательные факты узнаются путем таких экспериментов. Также в экспериментах крысы проявили способность освобождать других крыс из клетки, даже если это не приносило им прямой выгоды. Это свидетельствует о наличии у крыс эмпатии и способности к альтруистическому поведению. Да, интеллекта крысам не занимать. Они способны решать сложные задачи, учиться на своем опыте и даже на опыте других крыс, а также использовать инструменты для достижения своих целей. В экспериментах крысы обучались использовать различные предметы в качестве инструментов для достижения цели. Например, чтобы достать воду или пищу. Это демонстрирует их способность к инновациям и проблемному решению. Крысы способны запоминать и эффективно находить путь в сложных лабиринтах, что свидетельствует о их способности к обучению, памяти и пространственной ориентации. Они могут находить кратчайшие пути и избегать ранее исследованные тупики. Более того, некоторые исследования показывают, что крысы могут оценивать сложные задачи и свои шансы на успех, принимая решение о том, стоит ли пытаться выполнить задачу или лучше избежать потенциальной неудачи. Кстати, крысы способны к самолечению. Используя различные растения, крысы могут лечить себя от разных заболеваний. Например, они инстинктивно знают, какие растения им нужно есть, чтобы избавиться от паразитов. Крысы обладают развитыми социальными структурами и способностями. Они живут в сложно организованных колониях с четкой иерархией и могут работать вместе для достижения общих целей, таких как поиск пищи или защита от
от хищников. Ученые Оксфорда пришли к выводу, что крысы обладают абстрактным мышлением, потеснив человека как единственное существо, обладающее такой способностью. В опыте ученых Техасского университета разные группы новорожденных крысят заставляли слушать соответственно Моцарта, современную атональную музыку и вентилятор. Затем их поместили в клетку, где, становясь на разные клавиши, они могли вызывать звуки. Большинство предпочло слушать Моцарта, немногие атональную музыку и никто звук вентилятора. А еще крысы умеют смеяться. Исследования обнаружили, что крысы издают ультразвуковые звуки, похожие на смех, когда их щекочут. Это открытие показывает, что крысы способны испытывать радость и веселье. Но если вы пощекочете свою домашнюю крыску, то смеха вы не услышите. Все потому, что большинство звуков, которые издают крысы, находятся за пределами слышимости человека. Это позволяет им общаться друг с другом, не привлекая внимания хищников. Кстати, если вы задумаетесь над покупкой домашней крыски, советуем вам выбирать максимально разношерстных грызунов. Ведь чем более цветастая крыска, тем она добрее. Это подтвердили эксперименты сибирских ученых. Там проводили опыты по выведению добрых и злых животных. Сначала в роли подопытных выступали лисы. После к плутовкам подключились и наши хвостатые друзья. Что у одних, что у других получили один и тот же результат. Добрые лисы и крысы обзаводили всевозможными пятнышками и узорами, тогда как злюки от поколения к поколению становились все темнее и темнее. Специально выведенные крысы начали содержаться как домашние декоративные животные, по крайней мере с 19 века. Ручные крысы – это обычно разновидности серых крыс, но также существуют ручные разновидности черных крыс. Ручные крысы ведут себя иначе, чем их дикие предки, в зависимости от того, сколько времени их разводили как домашних животных. Крысы – великолепные выживальщики. Они обладают выдающимися способностями к адаптации, включая способность падать с высоты без серьезных повреждений, прекрасно плавать и преодолевать препятствия для доступа к пище или укрытию. Они легко приспосабливаются к различным климатам и доступным источникам пищи. Также крысы обладают способностью адаптироваться к различным ядам, используемых для их уничтожения, и даже распознавать эти яды. И да, крыса имеет крайне высокий репродуктивный потенциал. Самка может производить на свет множество пометов в год, каждый из которых может содержать от 6 до 12 детенышей, что способствует крайне быстрому росту популяции. И вот в этом вся проблема. Крысы могут переносить заболевания, влияющие на человека и домашних животных, и вызывать значительный ущерб сельскохозяйственным культурам и инфраструктуре. А если крыс много, то и ущерба для человека предостаточно. Некоторые, кстати, совсем не любят этих грызунов. Дело доходит даже до крысофобии. При этом многие крысофобы положительно относятся к другим похожим грызунам – хомячкам и морским свинкам. Главным отличительным признаком и объектом фобии для крысофобов обычно является наличие длинного голого хвоста. Английский ученый в 1920 году проверил возможность формирования эмоциональной реакции страха белой крысы у 11-месячного младенца. Выяснилось, очень многие страхи, антипатии и тревожные состояния взрослых формируются еще в раннем детстве и весьма трудно поддаются терапии. Да, образ крысы в европейской традиции связывается с порчей, разрушением, смертью, как разносчик чумы и других болезней. В ряде произведений английской литературы образ крысы используется в речевых оборотах для описания бедности, ничтожности, трусости, глупости или отчаяния. Однако крыса воплощает и такие признаки, как взаимовыручку, свободу, мудрость и предусмотрительность, поскольку крысы бегут с обреченных на крушение кораблей. Однако, например, в Китае крыса связывалась с процветанием. Крыса или мышь является первым животным, открывающим 12-летний цикл восточного гороскопа. По преданию, она добилась этого хитростью, вызвавшись доказать, что именно она самое большое животное на Земле.
Знак крысы в китайской традиции считался одним из символов женского начала инь. Высоко ценили крысу и в Японии. В исламской традиции крыса считается воплощением чувственности. Индуизм представляет крысу бывшим демоном, ставшим ездовым животным Ганеши, победителя препятствий, бога учености. Крыса олицетворяет собой удачную попытку и успешное начинание. А вам нравятся крысы? Или вы их боитесь? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!